Привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале. В этом видео я покажу свои раскрашенные работы за 2 недели. Те раскраски, в которых я что-то раскрасила, вы видите на экране. И давайте начнем с самой простой. Это раскраска с мышонком распечатанная. А здесь я раскрасила вот такого милого мышонка. Впрочем, здесь все иллюстрации очень милые. Тут он моется в душе. И вначале, когда иллюстрация была черно-белая, я даже не заметила, что моется он в кружке с ручкой. То есть как бы в чайной кружке моется. Это прикольно. Очень нравится мне эта раскраска. Следующие 2 работы в раскраске про Sailor Moon во имя Луны. Здесь я сделала одну иллюстрацию Sailor Венера. Вот она. Здесь у меня и закладочки Sailor Moon с персонажами, и сама раскраска Sailor Moon. Все совпало. В общем, такая Sailor Венера. Как видите, здесь акварельные маркеры полосят. Здесь это видно на больших поверхностях, но на маленьких, в принципе, нормально смотрится. Те самые акварельные маркеры, которые вот я покупала вместе с этой раскраской. Фон не стала делать, как-то мне было лень. Хотя я думаю, может быть, потом, когда я уже все раскрашу, то сделаю какие-нибудь пастельные фоны. Не знаю, посмотрим. Еще одну иллюстрацию, которую я тут раскрасила, это, в принципе, Sailor Moon, но я вообще не сразу поняла, что это она, потому что здесь другая прическа, и вот она в платье, я так поняла, это вот ее будущая реинкарнация или что там, я уже не помню, там в мультфильме у нее была какая-то реинкарнация или будущее, или прошлая жизнь, что-то такое, где она была принцессой Сиренити. Я думаю, что здесь вот эта принцесса. По идее, у нее волосы, наверное, должны быть другого цвета, но я не стала смотреть, искать, какие у нее там были волосы, раскрасила такие фиолетовые. Вначале я подумала, что это может быть Sailor Нептун, хотя она по-другому, конечно, выглядела, но и тут луна на фоне и во лбу. Так что я думаю, что это все-таки Sailor Moon. Следующая раскраска – это мои очаровательные пушистые друзья. Это тоже очень милая раскраска. Здесь у меня 2 работы. Я раскрасила вот эту работу карандашами Brute Funner. Очень такая уютная получилась иллюстрация. Впрочем, как в этой книге, все иллюстрации, они все уютные. Вот здесь и кошка присутствует, и чай, и шоколадка. В общем, все радости жизни, скажем так. Вот эту иллюстрацию я раскрашивала, конечно, в качестве отдыха. Вот, тем не менее, минимально сделала какие-то тени, какие-то переходы, но в целом очень простая работа и огромное удовольствие получила от нее. Эта раскраска действительно для души, а не для тренировки каких-то рисовальных навыков. И еще одна работа, тоже абсолютно простая, еще проще, чем предыдущая. Это вот такая летняя работа с овечкой. Я здесь использовала акварельные маркеры и карандаши Brute Funner, опять же, для фона. Фрукты сами я красила маркерами и овечку, а вот этот фон в круге уже карандашом. Но, как видите, получился довольно ровный, хороший фон. И опять же, это работа для отдыха, конечно, перед телевизором, там буквально за полчаса раскрасилась у меня. Следующая работа у меня в распечатанной раскраске. Это раскраска с пельмешком или с пустынной лисицей, как правильнее ее называть. И такая летняя отдыхательная работа, ну, по смыслу, потому что вот здесь лисичка лежит, отдыхает около озера. Тоже очень милая, прикольная работа. В этой иллюстрации очень забавно нарисованы вот эти уточки. Я раскрасила их желтым, хотя понятное дело, что на самом деле эти утки, ну, в природе не бывают такими желтыми, но они здесь нарисованы как вот резиновые утки, с которыми дети принимают ванну. И я их раскрасила тоже такого же цвета. Мне показалось, что это будет выглядеть смешно. Ну, так и есть, в принципе.
Тем более понятно, что такую раскраску все равно не получится раскрашивать реалистично. Тут все персонажи такие мультяшные, и все, что нарисовано, оно тоже такое мультяшное. Но летнее настроение, вот это настроение отдыха, пикника, отдыха у озера или какого-то водоема, это очень классно передано. И поэтому вот с началом лета такая работа, я считаю, классно смотрится. Я тут использовала спиртовые маркеры и использовала также сухую пастель для неба и для воды. Это были все раскрашенные работы за 2 недели. А теперь хочу немножко рассказать о том, как я сходила на интересное мероприятие. Это был фестиваль видеоигр и игровой культуры. Было очень интересно. Предлагалось поиграть во множество различных игр, как компьютерных, так и настольных. И в подарок посетителям дарили наклейки. Я их просто разрезала на кусочки, чтобы они у меня поместились в сумку и не помялись. А так это был один большой лист с наклейками. И наклейки очень классные. Если вы поставите на паузу, то можете почитать, что написано. Вообще я плохо разбираюсь в игровой культуре, я не знаю, какие есть видеоигры популярные и прочее, но вот подобный стиль рисования мне очень нравится, и вообще я считаю, что наклейки очень креативные, и также мне просто было интересно побывать на этом мероприятии. Нам давали всем посетителям вот такие вот листовки, и с ними нужно было ходить и собирать печати, то есть выполнять какие-то задания, это как квест. Нужно было поиграть во все игры, потом послушать лекцию и потом проголосовать за лучшую игру, а также подписаться на телеграм-канал, и тогда вот дарили эти наклейки. Впрочем, я не поиграла, конечно, во все игры, не было у меня возможности оставаться там так долго, чтобы поиграть во все игры. Поиграла вот в несколько, и мне очень понравилось, потому что все эти игры, которые были на фестивале, они разработаны студентами, которые учатся на разработчиков, и это очень здорово. Вообще, таких мероприятий бы побольше проводилось. Мне очень понравилось. Я считаю, было интересно как для самих студентов, так и для посетителей. И на этом все. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть мои раскрашенные работы, немного послушать про фестиваль. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк, напишите комментарий, пишите, любите ли вы видеоигры или вообще игры, в принципе, может быть, настольные. А также пишите, какая работа из раскрашенных вам понравилась больше всего. Мне будет очень интересно это узнать. Спасибо вам за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока!